Leonardo AI выкатил очередное обновление, в котором представил новую функцию под названием Elements. Перейдя в раздел AI Image Generation, нас встречает вот такое окно с презентацией новой функции. Презентацию можете посмотреть самостоятельно, а также краткое описание, где находится и как работает. Если окно не отобразилось, нажимаем на Add Elements и на знак вопроса. Нажимаем Done и переходим к практике. Вообще, по плану сегодня должен был выйти ролик по другой, не менее классной функции, но данное обновление я пропустить не смог. Так что, возможно, завтра или в ближайшие пару дней выйдет еще одно видео, где я расскажу, как создавать подобные иллюзии. Возвращаемся к теме, и перед тем, как приступить к генерации, в двух словах расскажу для тех, кто с этим сталкивается впервые, что такое лора и как она работает. Расшифровывается лора как Low Rank Adaptation, а если говорить по-простому, это такая же модель, но намного меньше, которая обучается на конкретных изображениях, чтобы генерировать новые изображения в определенном стиле, например, определенного персонажа или объекта. Важно понимать, что лора используется именно как дополнение к основной модели. Мы можем натренировать лору на своих изображениях со своим лицом и генерировать каких-нибудь персонажей, которые будут очень сильно похожи на нас. Увы, пока что разработчики Leonardo нам такой возможности не предоставили, так что ждем в ближайших обновлениях. После того, как мы нажали Done, перед нами появляются все лоры, которые доступны на данный момент. А точнее, те лоры, которые доступны для генерации с выбранной моделью. Если же убрать галочку «Показать только совместимые», мы увидим все остальные лоры, которые нам предоставляет Leonardo. Каждая лора работает с определенной моделью. Например, какие-то работают только с моделями на базе Stable Diffusion 1.5, какие-то с 2.1, а какие-то только с SDXL. Но так как здесь не указаны, какие лоры с какими моделями работают, нам предоставляют чекбокс, который будет отображать только совместимые лоры. Выбрать можно от 1 до 4 элементов разом. Давайте выберем несколько для примера и погнали. Обратите внимание, что при выборе более 2 лор внизу окна появляется предупреждение. Выбрав более 2 элементов, результат может быть крайне непредсказуемый. Поэтому разработчики Leonardo предлагают использовать 1 или 2 лоры одновременно. Подтверждаем. И вот все наши выбранные элементы. Мы их можем выключать вот таким образом, а ползунками можем регулировать силу влияния каждого элемента. По умолчанию значение каждого элемента выставлено на единице, а весь диапазон силы влияния элемента от -1 до 2. Но 2 это даже слишком много. Обычно рабочая где-то на 1, 1,5 максимум. Давайте пока отключим все элементы, сгенерируем без них, пропишем какой-нибудь промпт, например, «Одинокий воин бродит по пустыне» и нажимаем «Генерировать». И вот наши результаты без элементов. Вот неплохой результат. Лицо можно подправить в канвасе. Смотрите предыдущее видео. Теперь давайте попробуем с выбранным элементом и значением на единицы по дефолту. А вот такие результаты мы получаем с элементом Ebony and Gold. Это совмещение черного и золота, что мы, собственно, и видим. Попробуем увеличить его на максимум, поставим на 2 и также сгенерируем. Ну, вот то, о чем я говорил, что используя вес на значение 2, мы получим нечто несуразное и перебор что черного, что золотого. Поэтому рабочие значения выставляйте около единицы, максимум 1,5. А теперь давайте попробуем подключить вторую лору, например, Inferno, и посмотрим, какой результат мы получим в данном случае. В теории мы должны получить что-то инфернальное вперемешку с золотым и черным. Ну вот, собственно, мы получили нашего персонажа, идущего по пустыне, в какой-то адской пустыне. Как по мне, очень даже неплохо. А теперь попробуем включить все 4 элемента, оставим значение на единице и посмотрим, насколько же внезапный результат у нас получится. Ну, что и требовалось доказать. У нас здесь перебор всего, у нас здесь перебор с черным, все поплыло, все детали были утеряны. То есть в итоге мы получили некую абстракцию, которая издалека, возможно, как-то напоминает нашего персонажа из предыдущих генераций. Поэтому использовать все 4 лоры одновременно нет никакого смысла. Только если не уменьшать вес каждой как можно ниже. Но и в таком случае мы получим нечто несуразное. Проверено, можно даже не пытаться. Но такой способ, возможно, пригодится где-то для получения каких-нибудь абстракций. Давайте сделаем с другими лорами. Выберем, например, слоновую кость и золото. И посмотрим, что будет. Ну и теперь посмотрите.
какие изображения мы получили с использованием лоры Ivory and Gold. Как он отличается от Ebony and Gold. Весьма-весьма неплохо. Какой-то элитный принц Персии у нас получился. Предлагаю провести эксперимент. Удалим все эти лоры, выберем другую. Например, Gingerbread. Будем делать пряники. Сгенерируем нашего воина, идущего по пустыне, с пряничной лорой. А теперь давайте скопируем наш пряник. Ставим его в наш промпт, удалим лору и сгенерируем все то же самое, но уже без лоры, но с названием этой самой лоры в самом промпте. Вот можно обратить внимание, как лора нам весь мир превратила полностью в пряник. У нас вся пустыня в пряниках, у нас сам воин пряничный и другие элементы, которые находятся на изображении, тоже все пряничное. Все в глазури. Все в пряниках. А теперь посмотрим на результат, который мы получили, просто прописав Gingerbread в промпте, при этом не используя лору. У нас есть наш пряничный герой, но сама пустыня лишена полностью всех тех элементов, которые были на предыдущей генерации. Также и со вторым изображением. То есть у нас песок превратился немного в рыхлый пряник. Сам герой у нас пряничный. Кстати, очень даже симпатичный персонаж. Но так или иначе, на этих изображениях нет тех самых элементов, которые присутствуют на предыдущей генерации. Какой вывод мы делаем? Лора все-таки работает, добавляет некий свой стиль, добавляет те элементы, на которых она была обучена, и выдает тот самый результат, который мы ожидаем увидеть. Все лоры я, конечно же, показывать не буду. Мы с ними игрались целую неделю как бета-тестировщики. Поэтому можете сами их абсолютно все проверить. Это абсолютно бесплатно. Работает на всех аккаунтах. Зайдите, протестируйте. Лично мне обновление понравилось. Я для себя подметил несколько интересных лор, которые буду периодически использовать в своих генерациях. А также будем ждать, когда разработчики дадут нам возможность натренировать свои лоры. Вот такой получился небольшой обзор на новую функцию «Элементы» от Леонардо. Напишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение, что вы об этом думаете. Будете ли вы пользоваться лорами? Хотели бы получить возможность тренировать свои? Ну а на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами был Дима. Всем пока. Инфернальный пряничный воин, скитающийся по пустыне.